Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа «Манасия». Как я вам говорил раньше, мною на основе варианта сказителя Сагынбаева-Рожбакова написан пятитомный роман в прозе «Манас». Вот он перед вами. И затем я эту книгу провел через экспертизу Министерства образования и науки Кыргызской Республики, и в настоящее время это произведение включено в школьную программу по кыргызской литературе в качестве учебного пособия при изучении эпоса Манаса. Затем я перевел это свое данное произведение на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто хочет, тот может приобрести там мое произведение. Кроме этого, чтобы дальше популяризировать эпос Манас, я сейчас работаю над вторым томом трилогии «Семитея». Мною закончен первый том «Семитея», и в настоящее время идет работа над вторым томом данной части трилогии. Даст Бог, я думаю, что я порадую своих читателей этими двумя томами своих произведений. И параллельно идет работа над тем, чтобы перевести их на русский язык. Вот и все, что я хотел пока сказать о своем произведении. Теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. На следующий день, похоронив умерших воинов, кыргызы снова выстроились напротив войск Шоруха. Не нарушая воинскую традицию, разущие армии перед началом боя решили провести поединок, чтобы определить, чей богатырь сильнее. Хотя он никак не влияет на общий итог сражения, для бойцов такой поединок имеет огромное значение. Если в нем побеждает их воин, они радуются. Вдохновленные этим, они смело бросаются в бой. Если же их богатырь терпит поражение, у них падает дух, и во время сражения они чувствуют себя неуверенно. Ибо в таких случаях поражение на поединке воспринимается как плохая примета. На бой от таджиков на коне Чабдар выскочил богатырь Чаталак-Каар. Проклятый кыргызский народ, крикнул, размахивая флагом: кому пришла смерть, пускай подходит ко мне. И эти слова привели в бешенство Саргата. Испытаю умение этого хвостуна таджика, подумал богатырь, и если он неумелый пес, закопаю его в землю. Разъяренный Саргат, сердито ругаясь, ударив коня плеткой, подскакал к врагу. Дождавшись его, Чаталак бросился навстречу и ударил кыргыза копьем. «Знай мою силу!» – самодовольно подумал таджик. «От такого удара еще никто не остался в живых. Ты или погибнешь от копья, или слетишь с лошади, как тюбетейка». Но все произошло иначе. Копье таджика ударилось об кольчугу Саргата и застряло в ней. Пошатнувшись в седле от мощного удара, богатырь снова удобно уселся на коне. «И этим ртом ты так орал», – зло подумал Саргат. «Читай молитву, какую знаешь. Пришла твоя смерть». Кыргыз со всей силой ударил копьем в рот врага.
Удивленный тем, что Сырах не погиб или не свалился на землю, Чаталак не успел отбить удар. Копье кыргыза вошло ему в рот и выскочило на затылке. Таджик грохнулся на землю и спустил дух. Одержав победу, Сырах, размахивая флагом, громко крикнул: «Кто чувствует себя богатырем, быстро подходи ко мне!» От гибели своего богатыря Шорух пришел в ярость. И я считал Чаталака богатырем, силачом, а он оказался слабаком, крепко выронил про себя хан. Кыргызы очень разозлили меня. Мало им того, что вчера было убито немало воинов, так сегодня они на поединке и сравняют лучших богатырей. И если такое положение будет продолжаться, я останусь без прославленных бойцов. Надо прекратить соревноваться с кыргызами на поединке. Брошу в бой всех воинов и разгромлю кыргызов. Отдав соответствующий приказ, Шор бросил в атаку воинов, до сих пор не участвовавших в сражении. Находившиеся в резерве 30 тысяч воинов на резвых конях помчались на позицию кыргызов. Богатырь Сырах, никогда не робевший при виде тысячи врагов, не убегавший от них, один оказался на пути таджиков. Не испугавшись, ударив коня куказыка плетью, Сырах храбро стал сражаться с ними. Когда он сходу зарубил 2-3 таджиков, 50 тысяч товарищей подошли к нему на помощь. Они стали громить врагов, тесняя их ряды. Поняв, что кыргызы побеждают, Шорух чуть не заревел от досады. Что это за позор, срам, взвыл хан. Отправленных мною воинов кыргызы мгновенно разгромили. Я надеялся, что эти бойцы, не участвовавшие в вчерашнем сражении, легко одолеют врагов, уставших от непрерывных двухдневных боев. Увы, этого не случилось. Чтобы уничтожить Манаса, придется использовать последнюю возможность. Раздраженный Шорух бросил против кыргызов дополнительно 100 тысяч воинов. Кыргызы в белых колпаках с громкими криками, привязав копьям флаги во главе с Манасом, бросились им навстречу. Две армии смешались в кучу и начали насмерть сражаться на секирах и мечах. Шорух, в армии которого были соколады, тарсы, индусы и калча, стал надеяться, что наконец одолеет ненавистных врагов. Среди его воинов многие были на лошадях, верблюдах и волах. Когда они начали теснить кыргызов, Манас почувствовал беспокойство. «Брат, — сказал Бакаев, стоявший рядом, — кажется, в бой вступили самые лучшие воины Шоруха». «Я тоже так думаю, — ответил Бакаев. — Если ты сам не возглавишь атаку, наши войска могут не выдержать натиска таджиков». «Ты прав, — согласился Манас. Он вместе с прославленным на весь мир 40 витязями, вооруженным острыми копьями, бросился вперед. Когда они с громким криком атаковали таджиков, все ямы наполнились вражеской кровью. В тот день в местности Алабель, в начале Алая, враги, крепко стоя спиной к знаменам и защищая их, стали неистово сражаться. В ходе боя у них от усталости онемели руки, так что они были не в состоянии поднять их наверх. Их на воинах взорвалась вся одежда, и было сломано немало седел. В яростной схватке у многих были изрезаны губы, избиты груди, стерлись колени и порвались поводья лошадей. Они стреляли из ружей и бились на мечах. Для алашей наступил момент славы. Все копья в этот день скрестились. Кому суждено было погибнуть, отправились на тот свет. Гремели друг об друга секиры, вырывая души у людей. Так
такой битве еще раз подтвердилось, какое важное значение имеет для воинов кони. Ибо конные сражения быстрее добирались до врагов и атаковали их. А те, кто был на кляте, не будучи в состоянии быстро двигаться, лишились жизни. В результате кровавого боя кыргызы оказались более удачливыми. Они уничтожили многих таджиков, истребляя тех из них, которые пытались спастись бегством. Не выдержав атаки врага, на следующий день после полудня, на закате дня, таджики дрогнули. Их охватила паника и ужас. Поняв, что потерпел полное поражение, Шорох впал в отчаяние. «Бедная моя головушка!» – расстроился хан. «Оказывается, я зря издевался над кыргызами, считая их бродячими бурутами, сопливыми черту. Бои доказали, что они никакие не былицы и не бродяги, а храбрые, мужественные воины. Я думал, что они случайно победили хана Пануса и Ахунбишева. Как я горько ошибся!» Печально покачивая головой, Шорох тяжело вздохнул. Внезапно ему вспомнился сон старшей дочери Аклая. «Ох-ох-ох!» – запоздалым раскаянием подумал хан. «Мне надо было прислушаться к словам дочери. Ей приснилось все, что произошло сейчас. Бог дал мне знамение, чтобы отвратить от этого дела. Я не понял это и, возгордившись, отправился в поход. По делам мне, чего мне не хватало. Управляя государством, я жил в свое удовольствие. Ни кыргызы, ни китайцы не трогали меня. Тогда зачем я поперся на Манаса? Теперь не осталось другого выхода, кроме как бежать. И если я не уберусь отсюда, кыргызы полностью уничтожат нас. Поэтому надо дать приказ войскам, чтобы бежали в сторону Мургапа. По моим сведениям, сейчас только эта дорога свободна». Перепуганные таджики во главе с Шорохом бросились бежать в Мургап. По дороге они преодолели перевал Алая, затем Ташкургон и Тагарму. Удиравшие от кыргызов калчи и айтарцы бежали по ущельям и оврагам. Они бросали по дороге тяжелую одежду лошадей, лишь бы спастись от страшных врагов. Таджики босиком взбирались на вершины гор, прятались в скалах, пещерах, искали спасения в ореховых лесах. В результате такого беспорядочного бегства люди Шороха заполонили все леса и пещеры. Войска Манаса, преодолев Алатаж, Тегин, Карако, через непроходимые великие горы, обходя их с разных сторон, непрерывно преследовали отступавших в панике таджиков. По дороге они подбирали бесхозных лошадей, брошенных врагами. Из 300-тысячного войска таджиков спаслись лишь 60 тысяч человек. Они бежали в течение 2 дней, не оглядываясь на кыргызов, пройдя Бадахшан, Маймун, Балых, города Самбыла, Ташкутон. Впавшие в отчаяние таджики еле оторвались от врагов и добрались до родных мест. Насмерть перепуганный Шорох собрал народ и поднял вой до небес. «На нашу землю пришла большая беда!» — горестно завопил он. «Скоро сюда нагрянут беспощадные, не знающие никакой жалости, кыргызы, словно бушующие север. Они очень храбрые, смелые люди. Каждый из них не испугается 1000 врагов и не почувствует, как ему отрывают голову. Увидев их силуэты, другие умирают от страха. Поэтому быстрее бегите, чтобы не встретиться с кыргызами, не подвергнуться напрасной смерти». Услышав это, народ впал в панику. Гоня перед собой коров, верблюдов, кляч, ослов, овец, окликая друг друга, они бросились бежать в горы, писая: через 2-3 дня придут кыргызы.
После бегства Шороха через полдня в город с большим криком, шумом ворвались воины Манаса. Гремя, как весенний гром, громко ударяя в барабаны, размахивая белыми стягами, красными знаменами, кыргызы были поражены увиденным. Ибо в панике бежавшие из города таджики оставили на привязи скотину, о сараях зерно в мешках. В опустевших домах остались одни мощные старики, брошенные на произвол судьбы здоровыми, сильными родственниками. В беспризорном, беззащитном городе кыргызы начали с вершин холмов угонять по 5-6 лошадей таджиков. Они заходили в разрушенные дома, хватали оседланных лошадей, искали в перевернутых суммах драгоценные камни и спарывали их. Кыргызы также таскивали из сундуков горожан золотые шубы, расшитые колчаны для лука и кожаные пояса. Весь город наполнился жалобными криками не успевших убежать таджиков, ржанием лошадей и громким лаем собак. У горожан на обочине остались жены, ревели дети, и от страха не двигались с места старики. Осталась разбросанная соль, а на перевалах бродили напуганные таджички. У всех мангытов и торца трещали кости из-за того, что они напали на кыргызов. Разгневанные тем, что Шорох беспричинно развязал войну, кыргызы угоняли блеющих овец и громко ревущих коров. Беспощадно избивая попадавших под горячую руку горожан, вводя в отчаяние одетых в черное вдов таджиков, они таким образом наказали их за подлое нападение. После этого кыргызское войско ушло в Бишамур, взяла дорогу в Карасон и перекрыла дорогу в Добот. Пройдя Кенджу, Тандун, Иркеч, Чие, средний город Утурук, пополнив ряды рестанувших на месячную дорогу лошей, Манас разнес в пух и прах Самбалу. Он уничтожил Саркерде и разгромил Ташкутун. Выбрав самых лучших верблюдов, оседлав резвых лошадей, надев драгоценные шубы, наполнив карманы золотом, кыргызы взяли богатую добу. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.